Чтобы кабачки не заваливались в ваших холодильниках, сейчас покажу несколько простых и вкусных рецептов. Первым делом покажу свой любимый, он готовится еще и очень быстро. Для этого нам понадобится примерно 100 грамм шампиньонов. Я беру маленькие и просто разрезаю их пополам. Также возьму пару зубчиков чеснока, их мелко нарублю. И томаты черри, их просто разрежу пополам. Кстати, можно также для этого рецепта в начинку добавить еще немного куриного филе, либо же морепродуктов. Далее я беру один средний кабачок весом примерно 300 грамм, отрезаю ему хвостик и попку и затем с помощью овощечистки нарезаю его вот такими тонкими слайсами. Нам нужно будет в дальнейшем нарезать его тонкой соломкой, и мне кажется, этот способ самый удобный, если использовать овощечистку, потому что вручную нарезать ножом такими тонкими кусочками будет очень сложно. А так это занимает буквально пару минут. Вот такая кабачковая лапша у нас должна получиться. Разогреваем сковородку, я добавляю на нее 1 столовую ложку масла кхи и сначала обжариваю грибочки. Делаю это на большом огне, чтобы они не пускали сок, а сразу начали обжариваться. Прошло несколько минут, я добавляю чеснок, перемешиваю и затем сразу же начинаю добавлять сюда томаты и кабачок. Сейчас главное не передержать овощи, чтобы они не разлезлись, не стали слишком мягкими, но при этом, конечно же, нам не нужно, чтобы они были сырыми. Поэтому я готовлю, помешивая несколько минут и смотрю по их состоянию. Как только они начинают становиться более мягкие, я добавляю сюда 100 мл сливок 20% жирности и готовлю еще буквально минуту. Как только сливки начнут густеть, я снимаю с огня. Ну и, конечно, в конце не забываем добавить немного соли по вкусу. Такое блюдо, конечно же, лучше есть сразу, оно так намного вкуснее, и перед подачей я посыпаю его тертым пармезаном. На мой вкус, это одно из самых вкусных блюд, которые можно приготовить из кабачка, а также это отличный вариант легкого ужина. Ну а для следующего рецепта возьмем кабачок и натираем его на мелкой терке. В натертом виде у меня получилось 300 грамм кабачка. Перекладываю в миску и теперь возьму пучок укропа, его мелко нарезаю. Добавляю укроп к кабачку и теперь сюда добавляю 3 яйца. Пол чайной ложки соли и пару зубчиков чеснока выдавливаю через пресс. Добавляю сюда пол-литра кефира, можно заменить на молоко. И перемешиваем. Далее добавляю муку, я добавила примерно 250 грамм. Добавляйте небольшими партиями, перемешивая, чтобы не добавить слишком много. В результате у нас масса не должна получиться слишком густой. Она должна неплохо растекаться по сковородке, чтобы получились вот такие лепешки. Обжариваю их на небольшом огне с 2 сторон. Со всего количества у меня получилось 8 или 9 штук, точно уже не помню. Такие блинчики можно кушать сами по себе, либо же приготовить к ним какой-нибудь йогуртово-чесночный соус. Получится еще вкуснее. Друзья, если вам интересна тема здорового питания, хочу напомнить, что вы можете приобрести мои готовые рационы для похудения. Это мои авторские меню, с которыми вам не придется тратить время на подсчет калорий и поиск новых рецептов. Это сбалансированные меню с пошаговыми инструкциями и списком продуктов на каждую неделю. Ссылку на мой сайт, где вы можете их приобрести, оставляю в описании под видео. Для следующего рецепта нам понадобится 250 грамм мясного фарша. Я буду делать его из филе куриного бедра. Нарезаю его на кусочки и отправляю в чашу измельчителя. Вы можете использовать любое другое мясо на свой вкус. Также возьмем 1 луковицу и мелко ее нарезаем. Обжариваем на разогретой и слегка смазанной маслом сковороде. Лук я готовлю буквально 1-2 минуты и затем добавляю сразу же фарш.
Помешивая, готовлю его несколько минут, затем подсаливаю. Сюда же я добавила 100 грамм томатного пюре и еще один нарезанный кусочками помидор. Можно заменить это просто на 200 грамм томатного пюре или на 200 грамм нарезанных томатов. Готовим 5 минут под закрытой крышкой. Тем временем возьму один кабачок и нарезаю его овощечисткой на такие тонкие слайсы, как мы это уже делали в предыдущих рецептах. Либо же вы можете попробовать нарезать кабачок вручную тонкими кусочками, но овощечисткой это делать гораздо проще. Вот такие тонкие кусочки кабачка у нас должны получиться. Далее возьму 80 грамм сыра и натираю на мелкой терке. В форму для выпекания сначала выкладываем слайсы кабачка. Слегка подсаливаем его и сверху выкладываем примерно треть от приготовленного фарша с овощами. Небольшое количество тертого сыра и повторяем все то же самое. Чередуем так ингредиенты, выкладывая их слоями. Последний слой выкладываем в немного другой последовательности: кабачок, фарш, затем снова кабачок и затем уже сверху сыр. Сверху добавляю немного специй, у меня это итальянские травы, и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться примерно на 40 минут. Я достаю тогда, когда сверху уже подрумянился сыр. Это еще один вариант легкого летнего ужина – кабачковая лазанья. Это очень вкусно и сытно. Количество ингредиентов было на 2 порции. Для следующего рецепта нам понадобится снова натереть кабачок на терке. В этот раз буду натирать на крупной. В натертом виде у меня получилось 300 грамм кабачка, но его теперь нужно отправить в миску, слегка подсолить и оставить так на некоторое время, чтобы он пустил сок. Тем временем я займусь остальными ингредиентами. У меня здесь 50 грамм сыра и 50 грамм ветчины. Сыр я натираю на мелкой терке, а ветчину просто нарежу мелкими кусочками ножом. Можно заменить ее на вареное мясо, либо же любую другую начинку на ваш вкус. Кабачок уже пустил сок, поэтому можно его отжать. Если бы мы его не оставляли так с солью, это происходило бы тяжелее, так он лучше отдает влагу. В отжатом виде у меня кабачка получилось 200 грамм, целых 100 мл сока я отжала. Добавляю к нему 2 яйца и нарезанную ветчину и сыр. Перемешиваем. Далее добавляем сюда 60 грамм муки. У меня была мука из твердых сортов пшеницы. Вы можете использовать абсолютно любую на свой вкус. Вот такая масса у нас получилась. Выкладываем ее в форму для выпекания кексов. Формочки я наполняю практически полностью. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться примерно на 30 минут. Когда я вижу, что они сверху подрумянились, значит готово. Остужаем и достаем из формочек. Эти кексики подойдут для любого приема пищи, они получаются очень вкусные, сытные и даже подойдет тем, кто не любит кабачок, потому что его вкус практически не ощущается. Но я надеюсь, что видео вам понравилось и буду ждать ваши лайки и комментарии внизу. И, конечно же, хочу поблагодарить спонсоров канала. Ну а с вами была Оля, до встречи в следующих видео.